Работники больницы, о чем больше всего сожалели ваши пациенты перед смертью. Не забывай с меня ролика, с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забудь. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Я ухаживала за дедушкой моего мужа в его последние несколько недель с неизлечимой опухолью мозга. Он слишком устал, чтобы говорить, но я так ясно помню, как однажды за неделю до его смерти он собрался с силами, чтобы заговорить со мной. И сказал мне, что он так устал и ему нужно идти, что настало его время. Тогда его жена вернулась в комнату и сказала что-то вроде: «Ты никуда не уйдешь, я здесь ради тебя». И тогда я поняла, что он просто цеплялся за нее и что он терпит всю боль и унижение от необходимости заботиться о нем. Он был таким гордым человеком, что возненавидел бы меня за то, что я его мыла, и что он пользовался подгузниками от недержания, только ради тех лишних 2 недель со своей семьей. Он умер, когда я вернулась домой на пару дней, и моей первой реакцией было: «О, хорошо». Я была так рада, что он больше не испытывает боль. Я думаю, что всегда буду сожалеть о том, что не смогла поддержать его, чтобы отпустить, когда он был готов. Моя бабушка умерла в возрасте 95 лет. Она боялась дожить до 100 лет, хотя большая часть ее семьи, включая всех ее братьев и сестер, были живы. Но 2 из ее детей уже умерли, и она всегда говорила, что нет ничего хуже, чем родитель, переживший ребенка, даже если упомянутые дети умерли в возрасте 60 лет. Он сожалел о том, что не был лучшим отцом для своей дочери. Он хотел, чтобы они снова воссоединились. Его слабоумие мешало ему вспомнить, что они снова встретились много лет назад и что она часто навещала его. Жаль, что я не смогла дать ему понять, что он исполнил свое последнее желание, и он умер, так и не поняв этого. Мой жених заботился о человеке, который пережил Холокост, но у него была болезнь Альцгеймера, что-то вроде повторяющихся флешбеков. Почти каждую ночь он просыпался в ужасе, думая, что его преследуют гестаповцы или солдаты. По меньшей мере 2 в неделю моему жениху приходилось просыпаться, чтобы он не спрыгнул с окна и не сбежал из собственного дома посреди ночи. Я потомок недавно умершего человека, пережившего Холокост, и я не знаю, слышала ли я что-то хуже этого ада. У меня кровь стынет в жилах каждый раз, когда я об этом думаю. Некоторые люди просто хотят, чтобы вы их отпустили. У меня был пациент с неизлечимым раком, который плакал после того, как его дочери вышли из комнаты, потому что они хотели, чтобы он продолжал бороться, а он просто хотел отдохнуть и мирно уйти. Знаете, когда нужно отпустить? Я работала в онкологическом центре сразу после окончания школы медсестер. Мне едва исполнилось 21. У меня был пациент примерно моего возраста, который умирал от рака легких. За несколько часов до его смерти я сидела с ним, и он рассказывал мне, как сильно хотел бы иметь больше времени, может быть, влюбиться, жениться, завести детей. Он был так молод. Он попросил меня позвонить его родителям, и вскоре после их приезда он умер. Это было ужасно. Его сожаления были больше о жизни, которую он не прожил. У многих пожилых пациентов были интересные жизненные истории, большинство из них хотели рассказать их перед смертью. Многие сожалели, что так много работали и не проводили достаточно времени с семьей. В одном сабреддите чувак рассказал, как он был с незнакомым мужчиной в его последние минуты. Он разбил свой грузовик на обочине дороги, Об был позади него, вызывал неотложку. Пока Об ждал скорую, даже услышав ее, мужчина спросил о своей жене, где она, что он хочет ее видеть. Об старался утешить его как мог, сказав, что она уже в пути. Мужчина скончался, когда приехала скорая помощь. Время от времени после этого Об смотрел его посты в соцсетях, и он узнал, что жена этого человека уже умерла, и что он сказал этому человеку, что его покойная жена уже в пути. Напомнило мне один пост, где кого-то ударили ножом в шею во время вторжения в дом, и он умолял грабителя остаться с ним, потому что не хотел умирать в одиночестве. Грабитель ушел, но вызвал скорую помощь. Честно говоря, читать это было душераздирающе. Я не могу себе представить, как страшно было выбирать между смертью с незнакомцем или смертью в одиночестве. Очень тяжело смотреть, как кто-то умирает, но также важно помнить, что вы делаете это для него. Я всегда возмущалась эгоизмом моего старшего брата, потому что его политика по сути заключается в следующем. Я не навещаю людей в больнице, потому что не хочу запоминать их такими. Но ведь мир не крутится вокруг тебя. Дело не только в том, чего ты хочешь, а как насчет того, чего хотят другие. Моя бабушка очень сильно заболела в конце прошлого года, начале января. Мы считаем, что это мог быть ковид, прежде чем люди действительно узнали о ковиде. И даже когда она бредила, она успокаивалась, когда либо моя мама, либо я говорили: «Все в порядке, мы здесь». Она просто успокаивалась. Моя мама оставалась с ней в больнице с рассвета до 8 вечера, а я брала ночную смену с 8 вечера до 5 утра, оставалась на всю ночь, так что она никогда не была одна. Когда ей стало лучше и она выписалась из больницы, она сказала нам, что слова не могут описать, как много значит для нее то, что мы делали. Мы никогда не узнаем, как много это значит для нее. Она сказала, что это спасло ей жизнь. Она сказала: «Я бы испугалась, но я не боялась
боялась, потому что каждый раз, когда я просыпалась, вы были рядом. Она сказала, что знает, что вероятно не сможет отплатить той же монетой из-за ее возраста, но больше всего на свете она хочет, чтобы она могла вернуть услугу, что если я когда-нибудь попаду в больницу, она никогда не покинет меня. Я это пишу, чтобы сказать, я понимаю, как это может быть тяжело. Я тоже хотела бы быть похожей на своего старшего брата и сказать, я не хочу запоминать их такими, но когда ты понимаешь, как много это значит для других, это дает тебе силы идти дальше. У моей мамы была аневризма головного мозга. Она лежала в реанимации после операции, когда мне было 12 лет. Шансы выжить были невелики. Однажды я навестил ее, имейте в виду, что перед визитом мне сказали, что у нее парализован левый бок и она не реагирует. В тот момент, когда я вошел, медсестры и моя тетя сказали, что я был там, она начала плакать и брыкаться. И в основном, по моему мнению, говорила людям, что не хочет, чтобы я видел ее такой. Это было очень болезненно. Она оказалась на жизнеобеспечении. Мне сказали прийти и попрощаться, когда они выключали аппарат. Я отказался, потому что определенно не хотел видеть и помнить ее такой. Решение, о котором я не жалею, решение, которое, как я думаю, не делает меня эгоистичным. Мы все имеем право защищать себя от вещей, которые могут травмировать нас, если мы недостаточно сильны, чтобы справиться с этим. Конечно, люди затаили на меня обиду за мое решение, но это было не мое собственное решение. И я знаю, что в глубине души моя мама никогда не будет держать на меня зла. С тех пор прошло 25 с лишним лет, и я все еще вижу ее в своих снах все время. Я до сих пор помню все хорошее. Мои старшие братья и сестры до сих пор говорят мне, что они думают, что решение, которое я принял в тот день, было к лучшему. Я была медсестрой в хосписе. У одного из моих пожилых пациентов был рак кожи, огромная злокачественная меланома на шее, которая быстро росла. Он всю жизнь был фермером и никогда не был женат. Однажды вечером мы разговаривали, и я спросила его, не хотел бы он сделать что-нибудь по-другому в своей жизни. И он подумал об этом минуту и сказал, что хотел бы носить шляпу, когда он был фермером. Мне бы тоже этого хотелось. Я помню, как моя 40-летняя пациентка умирала от рака молочной железы, который распространился по всему ее телу. У нее диагностировали рак молочной железы 10 лет назад, и ей сделали мастектомию. Врач порекомендовал ей сделать двухстороннюю мастектомию с реконструкцией из-за высокого риска рецидива рака. Она сказала, что хочет сохранить свою грудь, настоящую грудь, а не имплантант, если она снова выйдет замуж и будет немного целой. Она пожалела, что не сделала двухстороннюю мастектомию. Если бы она ее сделала, то не заболела бы раком оставшейся груди и не умерла бы в таком юном возрасте. В конце концов, пациентка так и не вышла замуж. Через неделю у меня обнаружили рак молочной железы. Я сразу же сказала врачу, что хочу двухстороннюю мастектомию с реконструкцией. У меня была агрессивная форма рака. Мой врач продолжал настаивать на лампэктомии, которую я, вероятно, получила бы прежде, чем услышала, как сильно она сожалеет о своем решении. Я чувствую, что она действительно спасла мою жизнь, разделяя и открываясь со своими сожалениями всех времен. Немного не по теме. Я врач, который ухаживал за пациентами ковида последние несколько месяцев. Умирающие пациенты были не способны иметь кого-либо рядом с собой на протяжении большей части пандемии. Мы начали делать видеозвонки, чтобы члены семьи могли увидеть пациента в последний раз. Другой вариант, разрешенный недавно, состоял в том, чтобы посетить своих близких, но затем посетители были на карантине на 14 дней. Несколько недель назад у нас был пациент, у которого было нестабильное состояние в течение нескольких дней. И наконец я увидел, что он начал уходить. Я позвонил его жене и спросил, может ли она поговорить с нами по фейстайму еще раз. Ей было за 70, и у нее не было смартфона. Дома никого не было, и она не решилась приехать в больницу, так как ее сыну делали химиотерапию. Мой голос дрожал, спрашивая ее, хочет ли она, чтобы я что-нибудь сказал ему. Скажи ему, что я люблю его, и что он мой лучший друг. Это были самые лучшие 52 года в моей жизни. Я скоро его увижу. И она начала всхлипывать и повесила трубку. Я подошел к пациенту, который был почти в сознании, и передал сообщение. Мой голос дрогнул. Он умер не более чем через 10 минут. После этого случая я долго сидел в кабинете и рыдал. Моя мама работала в хосписе. Мой отчим был очень жестоким, и моя мама брала меня с собой на работу, чтобы попытаться защитить меня. Она не хотела бросать его из-за религиозных убеждений, но это совсем другая история. Там был старик. Я часто играл с ним в карты. Мы говорили о работе на ферме, которая у нас была. Он был хорошим парнем. Он понял, что я подвергаюсь физическому насилию. Его здоровье начало ухудшаться, и он не мог играть в карты или вставать с постели. Последний раз, когда я его видела, он сказал, что ему жаль, что он не моложе и что он не может помочь мне. Почти 25 лет назад, и я все еще помню его. Черт, попал мне прямо в сердце. Я бы хотела, чтобы он знал, что мы расстались с моим отцом, и я выросла. Я мало что помню из своего детства, но я могу вспомнить несколько ярких пятен доброты, как сострадание, которое некоторые люди показывали мне. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комменты длиннее 4 слов. Ну и напишите, как вам такая тема. А также предлагаю посмотреть вот эти два ролика. До скорых встреч!